Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор, посвященный моделям и игрушкам по мотивам вкладышки Turbo, я хочу посвятить автомобилю Lincoln Mercure. Этот вкладыш выпускался под номером 71 во второй серии вкладышей Turbo турецкого производителя кондитерских изделий Kent Vida. Реальный автомобиль Lincoln Mercure – это переработанный и переименованный для американского рынка всем известный европейский автомобиль Ford Sierra XR4i, который продавался в дилерской сети Lincoln Mercury в США с 1985 по 1989 год. Как известно, на американский рынок мечтают попасть многие автопроизводители, и на тот момент этот Ford Sierra XR4i должен был по смелому плану производителя составить там конкуренцию для BMW, Audi и Saab. В автомобиль было внесено много улучшений и изменений, согласно требованиям американского рынка как с точки зрения экологичности, так и безопасности. Mercure был чрезвычайно схож с Sierra, но Ford пришлось оснастить его многими новыми деталями, в том числе пришлось заменить устаревший европейский 150-сильный мотор на турбированный 175-сильный двигатель, который устанавливался также на автомобилях Ford Mustang GT и Ford Thunderbird. Сразу же после своего появления Mercure XR4 Ti доказал, что он является более скоростным, чем практически все остальные модели с эмблемами Ford и Mercury. Продажи шли не так хорошо, как первоначально планировалось, и с каждым годом они только падали, несмотря на попытки Ford реанимировать Mercure вносимыми изменениями в модель. За 4 года продаж в США импортировали чуть больше 42 тысяч Mercure XR4 Ti. Спрос падал год от года, и никакими доработками его не удавалось оживить. Одной из причин этого провала для очень удачной модели, как для того времени, называли неправильно выбранное название модели и неверно выбранной дилерской сети. Название модели на немецкий лад Mercure было очень труднопроизносимо и непонятно для американского покупателя. А дилерская сеть Lincoln Mercury в основном продавала большие и роскошные американские Lincoln, и маленький Mercure был неинтересен основным посетителям этой сети. В моем обзоре сегодня представлено 3 миниатюрных варианта Ford Sierra, но точно такого же Mercure X64 Ti, как на вкладышке, найти не удалось. Внешне отличить в представленных машинках Mercure XR4 Ti от обычного Ford Sierra XR4i довольно сложно, так как в основном все отличия были во внутренних доработках систем безопасности и двигателя. И соответственно все эти опции в недорогой игрушечной машинке показать сложно. Итак, сегодня в обзоре у меня черный Ford Sierra XR4i от Matchbox серии Super Kings, полицейский Ford Sierra G2.3 от Corgi и спортивный вариант Sierra Cosworth от Hot Wheels. Все модели по-своему интересны. Ford Sierra XR4i от Matchbox серии Super Kings выполнен частично из металла, а частично из пластика. Причем из пластика сделан не только, как это часто бывает, салоны бампера. Сама деталь днища сделана как бы из двух частей, металлической и пластиковой. Причем пластиковая часть является деталью части корпуса почти до его середины. И внешне это выглядит как пластиковый обвес по всему контуру машины. На металлической части днища прорисована ходовая и выхлопная система. Причем задняя часть глушителя попала на пластиковую часть. Масштаб этой модели примерно 1:40. Очень красиво на ней смотрится ее фирменное антикрыло сзади, хромированные диски и боковой молдинг красного цвета. Салон внутри хоть и не блистает детализацией, но выполнен более-менее правдоподобно. Показаны все приборы на передней панели, и сиденья очень реалистичны. На крыше есть имитация люка. Модель сделана очень близко к оригиналу и в общем производит положительное впечатление. Единственное, что немного ее упрощает, это передние противотуманные фары с поворотниками, которые отлиты простым углублением на бампере. Хотелось бы, чтобы они были также стекляшками, как и остальные фары этой модели. Хотя колеса у этого Ford Sierra XR4i и литые пластиковые, но как и у всех моделей от Matchbox, амортизация у них отличная, а ходовые качества замечательные. Модель создана для того, чтобы ею играли дети. Кстати, двери открываются хоть немного туго, но не страшно их поломать, так как механизм открывания по ощущениям очень надежный.
Если бы не скол на стекле, который достался в модели от предыдущего хозяина, то я бы назвал этот Sierra одним из лучших моих бюджетных приобретений. Вторая модель, или скорее игрушка, это копия на полицейский четырехдверный Ford Sierra GA 2.3 от производителя Corgi. Игрушка выполнена из металла и масштаб ее примерно 1 к 64. Хотя модификация GA у этого Ford в оригинальном автомобиле является премиальной, а про игрушку Corgi такое не скажешь. По сравнению с предыдущей моделью, эта игрушка представляет собой очень приближенный вариант оригинального автомобиля. Все в ней очень примитивно и совсем отдаленно напоминает Ford Sierra, а про модификацию GA я вообще молчу. Даже фирменное антикрыло сзади отсутствует у него. Зато есть непонятно зачем сзади фаркоп, который у меня немного надломан. Наверное, Corgi выпускал какие-то прицепы для этой серии. Самое интересное в этой модели это открывающиеся двери и то, что это имитация автомобиля полиции. Также есть на днище имитация ходовой и выхлопной систем, что немного добавляет привлекательности. Амортизация и ходовые качества отличные, в принципе больше добавить по этой игрушке Ford нечего. Игрушка от Hot Wheels представляет собой затюнингованный вариант Ford Sierra от компании Cosworth Engineering. Потому на классический Ford Sierra XR4i, а уж тем более Lincoln Mercury, он похож отдаленно прежде всего из-за объединенных боковых стекол сзади, больших колес, широких бамперов и передней решетки. Масштаб игрушки 1 к 64 и сделана она из металла. Днище не проработано вообще у этого экземпляра, как и другие детали. Основной упор сделали на колеса и антикрыло. Амортизация и ходовые качества у машинки отличные. Обычная игрушка от Hot Wheels. Конечно, в продаже есть и другие модели Ford Sierra, но они уже стоят значительно дороже, и не всегда их можно свободно купить на внутреннем рынке. Чаще это иностранные аукционы типа eBay. Если вам интересны автомобили Ford, то на моем канале есть еще несколько видео про масштабные модели этой марки. Например, вот эти, которые сейчас появились у вас на экране. Всем добра и мира!